I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Ребята, сегодняшний второй день на стадионе «Гаян» начался не как обычный концерт, он взорвался, словно долго сдерживаемые эмоции наконец-то вырвались наружу. Без предупреждения, без обратного отсчета, свет просто погас, окутав весь стадион густой, безмолвной тьмой. Тысячи громких голосов внезапно затихли, сменившись одним чувством, удушающим предвкушением. Затем медленно со сцены начал подниматься дым, образуя таинственную дымку, которая делала все нереальным. И как раз когда наши глаза еще привыкали к темноте, появились 7 теней. Мощные, молчаливые, но сильные. Словно они пришли не просто выступать, а полностью завладеть ночью. В следующую долю секунды пламя взметнулось в воздух, пронзая тьму взрывом света и жара. И вот тут появились BTS, без мягкого вступления, без безопасного перехода. Это было необычное начало. Это было заявление, они вернулись и они пришли, чтобы захватить власть. Среди величественного, структурированного хаоса две фигуры мгновенно притянули к себе все силы — Чон Ченгук и Ким Тэхён. Они были не просто присутствием на сцене, они излучали нечто гораздо более глубокое, чем просто выступление. Между ними существовала связь, которую невозможно было объяснить логически, нечто живое и трогательное. Словно среди тысяч зрителей и рева их голосов, они все же находили небольшое пространство, чтобы сблизиться физически и эмоционально. Маленькие моменты, которые одни могли бы пропустить, становились центральными для других, то, как они шли рядом, расстояние, которое почти никогда не было по-настоящему разделяющим, даже короткие взгляды, несущие больше смысла, чем 1000 слов. Они были не просто двумя людьми в одной группе, они ощущались как полярные противоположности, всегда находящие путь друг к другу. Когда зазвучала песня «Come Over», атмосфера стала более теплой, интимной, но все еще пронзительной. Ченгук двигался вперед с почти неудержимой энергией, каждое его движение было резким и интенсивным, словно его тело слилось с ритмом. Он атаковал сцену с неподдельной, искренней уверенностью, без колебаний, без половинчатости. Тэхён же выбрал совершенно другой подход. Он не спешил. Ему это было не нужно. С красным микрофоном в руке он стоял, словно в центре истории, пишущейся вживую перед глазами тысяч людей. Его глубокий, тембральный голос звучал медленно, но именно в этом и заключалась его сила, он не навязывал внимания, а привлекал его. И когда красные и зеленые огни мерцали по сцене, создавая драматическую игру теней, камеры, как официальные, так и фанатские, инстинктивно возвращались к Тэхёну. К его выражению лица. К тому, как он контролировал пространство, не доминируя в движениях. Но настоящая магия заключалась не в каждом из них по отдельности, а в том, как они встретились посередине в контрастной гармонии. Ченгук был взрывом, быстрым, резким, полным стремления вперед. Тэхён был притягивающим, глубокий, спокойный, но не менее мощный. И когда эти две энергии столкнулись, возник не хаос, а почти идеальное равновесие. В один момент Ченгук мчался вперед с машинной точностью, а в следующий Тэхён заполнял пустое пространство одним взглядом или низкой нотой, заставляя весь стадион вибрировать. ERMOI не просто смотрели на их выступление, они чувствовали каждый момент, как будто эмоции, исходящие со сцены, преодолевали расстояние и достигали их сердец. Пока построения менялись с невероятной скоростью, Ченгук оставался во главе, ведя за собой энергию. Его тело двигалось без колебаний, как будто каждый шаг был запечатлен в его памяти задолго до наступления ночи. Тем временем Тэхён во второй раз появился из поднимающегося тумана, словно главный герой фильма, готовящийся к кульминации. Прожектор прорезал его тень, создавая настолько мощный силуэт, что казалось, будто это идеально срежиссированная сцена. И когда он поднял красный микрофон, последовала небольшая пауза. Очень короткая, но достаточная, чтобы весь стадион затаил дыхание. Затем раздался его голос. Глубокий, тяжелый, чистый. И в одно мгновение весь окружающий шум, казалось, стих, уступив место только одному, этому голосу.
Плавно перейдя к нормал, атмосфера снова изменилась, на этот раз более эмоциональная, более личная, почти как шепотное признание в толпе. Именно здесь вокальная гармония между Чингуком и Тэхёном по-настоящему засияла. Чистый, гибкий голос Чингука в сочетании с глубоким, теплым тембром Тэхёна создавали гармоничное звучание, словно они заполняли пустоту, которую не мог заполнить другой. Для многих фанатов это было не просто выступление, это было ощутимое доказательство того, что они давно чувствовали, когда эти двое делят сцену с одинаковой сосредоточенностью, результаты всегда необыкновенны. Не только технически безупречны, но и эмоциональны, и это трудно описать словами. Казалось, каждая нота несла в себе историю, а каждая гармония – чувство, слишком сильное, чтобы его вместить в себя. И среди всех этих ярких моментов именно мелкие детали находят наибольший отклик. Момент, когда Чингук посмотрел на Тэхёна, произнеся слово «сарангамнида», взгляд, слишком искренний, чтобы его скрыть. Или момент, когда его рука естественно скользнула на плечо Тэхёна, простой жест, который казался таким значимым, словно безмолвный вопрос «ты в порядке?». Такие моменты, возможно, и не запланированы, не срежиссированы, но именно в этом и заключается их красота. Они реальны. Они спонтанны. И они заставили тысячи зрителей почувствовать себя свидетелями чего-то глубоко личного, чего-то, чем редко делятся открыто. Чон Чингук теперь выглядел так, словно полностью погрузился в свою стихию. Пот, стекавший по его лицу, ничуть не уменьшил резкость его движений, наоборот, сделал их еще более реальными, грубыми, живыми. Каждый прыжок, каждый поворот, каждый шаг казались заявлением о том, что он не просто выступает, он доминирует. Был момент, когда он стоял на краю сцены, глядя на бескрайнее море Ярэ Муай, и на долю секунды его выражение лица изменилось. Он перестал быть просто исполнителем, а стал тем, кто действительно чувствовал эту связь. Затем, без предупреждения, он улыбнулся короткой, едва заметной улыбкой, но достаточной, чтобы весь стадион снова взорвался аплодисментами. Ким Тэхён, напротив, продолжал играть по-другому. Ему не нужно было быстро двигаться, чтобы завладеть сценой, одного его присутствия было достаточно. В том, как он медленно шел сквозь свет, как слегка поворачивался к камере, как дольше держал ноту, все казалось продуманным, но естественным. Казалось, он понимал то, чем обладают далеко не все исполнители, сила не всегда исходит от интенсивности, а от контроля. И в тот вечер Тэхён управлял эмоциями десятков тысяч людей всего лишь одним взглядом и одним голосом. Когда музыка на мгновение замедлилась, создав почти иллюзорную паузу, атмосфера стала глубже, тише, но не пустее. Именно в этой тишине эмоции начали ощущаться более ощутимо. Чингук прошел мимо Тэхёна так близко, что их плечи почти соприкоснулись, и на мгновение время словно замедлилось. Не было никакой грандиозной хореографии. Никаких ярких сценических эффектов. Просто две фигуры, разделяющие одно пространство на расстоянии, слишком близком, чтобы его игнорировать. И каким-то образом этот простой момент показался мощнее предыдущего взрыва огня. Затем, словно волна, разбивающаяся о берег, музыка снова зазвучала громче, быстрее, безумнее. Построение изменилось за считанные секунды, и Чингук вернулся, чтобы возглавить шеренгу с энергией, которая никогда по-настоящему не угасала. Но на этот раз было что-то другое, его движения оставались резкими, но в них чувствовалась более ощутимая эмоциональная составляющая. Казалось, каждый шаг не просто следовал ритму, но и нес в себе чувство, которое он копил с самого начала вечера. А позади него Тэхён следовал с более тонким, но не менее мощным ритмом, словно тень, которая всегда была там, всегда в унисон. Затем свет резко изменился с огненно-красного на успокаивающий, темно-синий, создавая почти сказочную атмосферу. Туман снова опустился, более густой, чем прежде, окутывая сцену, пока грань между реальностью и иллюзией не начала размываться. В тумане Тэхён снова появился, на этот раз ближе к центру, и как только зазвучал его голос, все словно остановилось. Чингук, который еще несколько секунд назад двигался без остановки, теперь замедлился, слегка повернувшись к нему. Взгляд длился недолго, возможно, всего секунду, но этого было достаточно, чтобы тысячи людей на стадионе закричали в унисон.
Для ERMY, которые присутствовали там лично в тот вечер, второй день концерта в Гаяне был не просто концертом, это был взрыв эмоций, начавшийся с первой секунды и не утихавший до конца. А для тех, кто мог наблюдать только через экран, фрагменты видео, циркулирующие в сети, казались обрывками чего-то гораздо большего, чего ни одна камера не могла полностью запечатлеть. I won't stop till I wear the crown.